Это самая пугающая травоядная обезьяна на планете. Еще их называют обезьянами Гелада. О нем не так много слышали, как о других приматах, потому что это животное эндемик, то есть она живет только в Африке, а точнее только в Эфиопии. Из-за собакообразной морды Гелады выглядят довольно жутко, особенно когда скалят зубы. При всем своем страшном виде и пугающе длинных клыках, они на самом деле по большей части едят зелень и семена растений. Их пальцы настолько гибкие, что позволяют срывать даже отдельные тонкие травинки и ловко выкапывать корешки. Они на 95% травоядные. Хотя это не означает, что они добрые. У самцов довольно жестокая система иерархии, и именно поэтому у них такие длинные клыки. Так что не думайте, что если они едят травку, то они не могут вас укусить. От ближайших родственников, которым являются павианы, их отличает безволосое пятно на груди такого кроваво-алого цвета. Этот участок кожи называется сексуальная кожа. Такой цвет получается из-за плотной сетки кровеносных сосудов, которые находятся прямо под кожей. Обычно оно бледное, но во время брачного периода оно окрашивается в красный цвет. Пятно имеет гормональную природу, такого нет ни у одной другой обезьяны на планете. Но при этом Гелады обладают одними из самых сложных и богатых систем общения среди всех приматов. Ну, кроме человека, конечно же. И кроме этого, их социальная организация одна из самых сложных и многоуровневых. В этом видео вы узнаете, зачем они катаются на попе, почему в их гаремах есть холостяки, зачем они похищают детей, как устроена их иерархия, почему при всей своей травоядности они все равно очень агрессивные, и в чем секрет биологии самого страшного травоядного примата. Гелады проводят по 6, даже 8 часов в день, сидя просто на земле и ощипывая траву. Именно здесь в игру вступают их седалищные мозоли. Это такие две большие голые, ороговевшие и упругие подушечки на ягодицах. Их главная задача просто быть природными буквально подушками для сидения, которые защищают кости таза от жесткой и холодной почвы во время долгих трапез. Но что делает их по-настоящему удивительными, так это их роль в уникальном для обезьян способе передвижения, который ученые называют скольжение попой. Поскольку еда у гелад лежит буквально у них под ногами, чтобы дотянуться до следующего пучка сочной травы, им нет необходимости даже вставать. Вместо этого они просто, опираясь на эти самые мозоли на попе, подтягивают тело вперед с помощью сильных задних лап. Со стороны это выглядит так, как будто бы стадо обезьян скользит по склону, словно на маленьких санках. Но это не только энергетически эффективно, потому что не тратится сила на постоянные подъемы, но и позволяет непрерывно питаться. Кроме всего этого, эти мозоли — это важный социальный маркер. Их размер, форма и состояние могут многое рассказать о возрасте, здоровье и, возможно, даже о каком-то статусе особи в группе. У взрослых здоровых животных они хорошо развиты, в то время как у молоднячка или более слабых особей они могут быть меньше и менее выражены. У гелад довольно вытянутая морда с огромными ноздрями, которые могут широко раскрываться. Такая морда им нужна не только для того, чтобы оскаливать зубы, а просто потому, что такое строение черепа позволяет эффективно охлаждать мозг во время интенсивного жевания и переваривания грубой пищи. К тому же это помогает лучше насыщать кровь кислородом на большой высоте, где воздух разряжен. Удивительно, но гелады быстрее всех других приматов могут ощипывать. У них невероятно ловкие и сильные пальцы с короткими ногтями и очень чувствительными подушечками, что позволяет им с ювелирной точностью захватывать тончайшие травинки и с молниеносной скоростью отрывать их, практически не глядя на свой же процесс. Но что действительно поражает, так это строение их большого пальца. В отличие от шимпанзе или орангутангов, большой палец гелады противопоставлен остальным не так сильно, зато он невероятно мощный и подвижный, что идеально для монотонной и быстрой обработки тысяч стебельков в день. Но, пожалуй, самый малоизвестный и поразительный анатомический секрет скрыт не у них в черепе, а в их желудке. Они же все-таки травоядные, и чтобы справляться с гигантскими объемами поглощаемой травы, гелады обзавелись не просто большим желудком, а настоящим сложным многокамерным желудком, который очень похож на желудок жвачных животных по типу коровы. В его камерах живут симбиотические бактерии, которые ферментируют жесткую клетчатку, превращая ее в усваиваемые питательные вещества. Именно из-за этого мощного и объемного пищеварительного аппарата у гелад такое объемное и бочкообразное туловище. В отличие от большинства приматов, гелады почти не сидят на деревьях, хотя физически они очень сильные. Их стихия — это скорее скалы. Днем они пасутся на высокогорных плато, а ночью превращаются в настоящих скалолазов. Чтобы обезопасить себя от хищников, они уходят на почти вертикальные утесы и забиваются в узкие расщелины, где леопардам им не достать. Их социальная структура — это не просто стая, это целое общество со своими правилами и конфликтами. Основой являются гаремы. Один самец и несколько самок с потомством. Хотя в гареме всего один самец, главным там являются все-таки самки. Именно они коллективно решают, останутся с текущим вожаком или уйдут от него к более достойному претенденту.
При этом, если самцы агрессивные, то среди самок наоборот царит удивительное равноправие и иерархия, которая выстроена мягко и без жесткого доминирования. Интересно, кстати, что в таком гареме иногда в семье при наличии одного самца иногда остается еще один пожилой самец. Он не претендует на внимание самок, он просто выполняет роль такого наставника. Он помогает заботиться о молодняке и иногда охраняет группу. Внутри именно женского сообщества в таком гареме нет жесткой иерархии. Молодые самки, старые самки, матери, бездетные, все они находятся в отношениях взаимного уважения. Они вместе пасутся, вместе ухаживают за чужими детенышами, и именно их прочные связи создают стабильное ядро группы. Даже если у самок нет своих собственных детенышей, она становится буквально нянькой для других. Такие самки носят, чистят и играют с чужими малышами, позволяя матери спокойно кормиться. При этом, если самец-лидер становится слишком агрессивным или слишком ленивым, самки не просто сидят и молча страдают, но при этом они не выгоняют его с криком и воем. У них все это происходит как скорее молчаливое решение. То есть самец, проснувшись утром, просто обнаруживает, что все самки его гарема вдруг ушли к другому самцу. Никаких драк, никаких скандалов, просто изгнание через единодушное игнорирование. В холодные сезоны маленькие группы и семьи объединяются в огромные стаи до 300 особей, потому что вместе просто легче греться и искать пищу. Но даже в этой суматохе каждый примат помнит своих самок и детей. Как ученые это поняли? По грумингу, то есть по вычесыванию шерсти. Это очень сокровенный ритуал доверия для обезьян Гелад, который допустим только внутри своих, и чужакам такого не доверят. Пока самки обеспечивают стабильность, мир самцов это скорее агрессия, доминирование и амбиции. И это не значит, что это плохо. Молодые самцы, не нашедшие своего гарема, сбиваются в холостяцкие банды. В таких бандах жизнь подчинена закону клыков и силы. Они постоянно дерутся, тренируются, и их раны это знак большого опыта. Именно для этого им нужны такие длинные клыки, для боев между собой. Самые сильные из банды холостяков потом уходят, чтобы завоевать чужой гарем. Для этого надо победить в схватке с главным самцом гарема. Они оскаливают свои зубы, очень ярко показывая угрозу и доминацию. Главная цель поднятия губы это просто продемонстрировать противнику свои самые грозные клыки. У самцов Гелад, в отличие от самок, клыки просто огромные и являются основным оружием в бою. Когда он закатывает губу, он еще часто одновременно трясет плечами и головой, чтобы его красная грудь тоже двигалась и становилась еще более заметной. Это буквально визуальный сигнал агрессии. Яркость и насыщенность красного цвета напрямую зависит от уровня тестостерона и общего состояния здоровья самца. И чем ярче этот красный вырез у него на груди, тем выше его привлекательность для самок. Кстати, у самок тоже есть такие участки, но они проявляются только в период овуляции, сигнализируя самцам о готовности к спариванию. Если бродячий самец все же побеждает, тогда он прямо как львы в прайде начинает убивать самых слабых детенышей от другого самца. Самки отчаянно пытаются защитить своих детей, кричат, кусаются, иногда даже бьют нового самца, но это редко срабатывает. Самец физически сильнее и настойчивее. Если детеныш погибает, его мать перестает кормить его грудью, и это приводит к резкому гормональному сдвигу в ее организме. Лактация прекращается, и у нее очень быстро возвращается состояние фертильности, то есть овуляция, о чем сигнализирует ее ярко-красное пятно на груди. И если вы думаете, что самки такие хорошие и спокойные, а самцы такие агрессивные, то поймите, что агрессия самца тоже очень нужна, особенно во время защиты гарема. Если на гарем напал леопард, а это самый главный их противник, то именно главный самец в гареме первый идет атаковать его и защищать свой гарем. И только потом самки могут ему помочь. Именно поэтому самки часто выбирают самых доминантных самцов, чтобы те могли в крайнем случае их защитить. Но они защищаются не только от леопардов. Иногда бывает такое, что несколько семей ненадолго объединяются для защиты от агрессивных холостяков. Хоть самцы Гелад и агрессивные, однако эти приматы никогда не будут воевать между собой за территорию, ведь травы в горах хватает вообще на всех. Их мир строится не на защите собственных границ, а на гибких социальных связях. На удивление, кстати, не все самцы пользуются агрессивной тактикой сражения. Для ученых самым удивительным социальным маневром для Гелад является стратегия дружбы с младенцем. То есть самец-холостяк может очень долго играть с детенышем из совершенно чужой семьи. Он не причиняет ему никакого вреда, а наоборот становится ему буквально надежным товарищем и почти что отцом. И вот что поразительно, если детеныш действительно привязывается к новому так называемому другу, его мать, следуя за своим ребенком, может перейти к этому самцу. Так, через любовь и заботу хитрый самец завоевывает то, что другие пытаются взять силой. Ученые называют это дружественным похищением ребенка. И на удивление, хоть это происходит и не часто, такая тактика вполне рабочая.
Если наблюдать за стадом со стороны, можно подумать, что это просто огромный хаотичный ор, но на самом деле это очень сложный поток информации. Самым удивительным их инструментом являются знаменитые щелчки губами. Раньше ученые считали, что эти быстрые хлопающие звуки являются просто проявлением эмоций. Однако после последнего исследования ученые показали, что это почти что полноценные слова и фразы в их лексиконе. Но что делает их поистине уникальными и умными, так это способность комбинировать эти щелчки с голосовыми и гортанными звуками, создавая тем самым сложные составные сигналы. Например, как мы составляем слоги в словах. Эти щелчки и гортанные звуки — это их полноценные фразы, которыми они общаются. Один и тот же щелчок, встроенный в разную последовательность, может менять свое значение, и сородичи безошибочно понимают все это. Но они общаются не только щелчками. У геллад есть целый арсенал вокализаций на разные случаи жизни. Когда они пасутся, они постоянно издают мягкие булькающие звуки. Ученые понимают это как способ поддержания акустического контакта в высокой траве или на сложном рельефе. Это что-то вроде, как они говорят: «Я тут, все нормально». Если одна геллада отдаляется и перестает слышать эти зовы от своей группы, она понимает, что отстала и может издавать более громкий и настойчивый контактный зов, на который сородичи обязательно ответят. Если раздается довольно отрывистый резкий крик, похожий на лай, то это означает наземную угрозу, например, шакала или человека или леопарда, и стадо реагирует мгновенно, но не бежит. Животные просто замирают, встают на задние лапы и осматривают окрестности. Если же раздается протяжный, свистящий, такой визгливый крик, то это означает, что угроза с неба, ну, например, орел. И в таком случае у стада совершенно другая реакция. Услышав его, геллады мгновенно бросаются бежать от открытого пространства, например, к скалам или под кроны деревьев, бросая даже еду. И это всего лишь небольшая часть их общения. Коммуникация геллад — это непрерывный живой поток, где каждый звук от щелчка до крика является частью их общения между собой. На самом деле это супер удивительные животные. Геллады представляют собой уникальный и довольно парадоксальный пример эволюции. Это животные, которые всей своей анатомией, от ловких пальцев до многокамерного желудка, приспособлено к поеданию травы, но при этом одновременно оно является носителем одной из самых сложных и жестоких социальных систем в мире приматов. Длинные клыки, которые необходимы для самцов, чтобы сражаться за власть, и богатейший коммуникативный арсенал, позволяющий вести тонкий социальный диалог, служат всего лишь одной цели – выживанию и процветанию в суровых высокогорьях. Феномен геллады нам показывает, что травоядность – это не значит безобидность. Взгляните на их самцов. Их биология – это история о том, как суровая реальность внутривидовой конкуренции и давление естественного отбора могут создать из мирного существа довольно грозного воина, чья социальная жизнь по всей своей сложности и драматизму не уступает жизни льву. Именно поэтому их называют одними из самых страшных травоядных приматов на планете. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и рассказывайте об этом видео своим друзьям. И, конечно же, помните, думать полезно.